Привет, друзья! Сегодня предлагаю приготовить вам творожную паску. Приготовим шоколадную творожную паску. Она по вкусу очень напоминает детские сырочки в шоколаде. Одну паску соберем в виде маленького тортика, а вторые детские соберем в шоколадных стаканчиках. По текстуре она получается безумно нежная и очень вкусная. Нам потребуется творог, жирность 5%, сливочное масло комнатной температуры, сметана, сахар и шоколадная паста нутелла. Также ее можно заменить вареным сгущенным молоком. Сахар отправляем к сметане и хорошо перемешиваем. Сахар должен раствориться в ней. Творог необходимо очень хорошо пробить погружным блендером. Если у вас нет блендера, нужно протереть его через сито, либо перемолоть через мясорубку. Сметану с сахаром добавляем к творогу и пробиваем. Если у вас нет блендера, то вначале вы протираете творог через сито, а уже только потом добавляете сметану с сахаром. Итак, добавили сахар со сметаной. Также у меня в сахаре был уже пакетик ванильного сахара. И теперь все тщательно пробиваем. Вот такая консистенция у вас должна получиться. Затем добавляем шоколадную пасту нутелла. Если у вас ее нет, можно добавить сгущенное молоко вареное. А если вы не хотите шоколадную творожную пасту, а классическую, добавьте обычное сгущенное молоко. И снова пробиваем все блендером до однородности. Сливочное масло должно быть комнатной температуры для того, чтобы мы его хорошо взбили. Взбиваем его примерно 4-5 минут до пышности и увеличения в объеме. Вот такая консистенция масла должна получиться. Добавляем его к творожной массе и на средних оборотах миксера взбиваем до однородности. За счет добавления сливочного масла именно во взбитом виде паска будет иметь более нежную и воздушную текстуру, и также при охлаждении будет лучше держать форму. Также можно добавить орехи, например, фундук, он будет очень хорошо сочетаться. Если вы будете делать на классическом сгущенном молоке, не шоколадную паску, хорошо подойдут цукаты, изюм, либо курага. Сделаем с вами шоколадные стаканчики. Делаются они очень просто. Берем шоколад, у меня кондитерский, вы можете брать любую плитку шоколада из магазина, растапливаем импульсами в микроволновой печи, ничего темперировать не нужно. И берем вот такой самый простой бумажный одноразовый стаканчик, выливаем туда половину нашего шоколада и красиво круговыми движениями делаем так, чтобы шоколад растекся по всему стаканчику. Когда шоколад полностью распределился по стаканчику, отправляем его в морозилку примерно на 5-7 минут. У меня нет классической формы для творожной паски, поэтому я ее приготовлю в кольце для сборки торта. Если у вас есть классическая форма, пожалуйста, используйте ее, не забудьте устелить марлей. Итак, как я собираю творожную паску без формы? Кольцо устелила ацетатной пленкой, если у вас ее нет, используем пищевую пленку и выкладываем творожную начинку. Сверху накрываю пищевой пленкой и устанавливаю груз. Я буду использовать шоколадную пасту Милка. Отправляем нашу паску в холодильник примерно на 5 часов. Наши стаканчики постояли в морозилке, и они прекрасно достаются, они прям сами вываливаются. Такой фокус с шоколадом могут сделать абсолютно все, не только кондитеры, поэтому смело пробуйте, у вас все получится. Шоколад можно использовать абсолютно любой. Заполняю их творожной массой до верхнего края и распределяю ложкой. Затем для того, чтобы стекла жидкость творога, я использую хлопковое полотенце, можно бумажное, переворачиваю стаканчики и убираю в холодильник на 5 часов. Прошло 5 часов,
Я достаю свою творожную паску, излишки жидкости есть, я сейчас их вам покажу, но их на самом деле очень мало, так как такие ингредиенты, если все по техкарте вы используете, у вас будет мало жидкости выделяться. Вот эту оставшуюся жидкость я аккуратно промокну бумажным полотенцем, затем сниму кольцо и сниму ацетатную пленку. Если у вас есть какие-то неровности в творожной паске, их можно выровнять с помощью шпателя либо ножа. Достаем наши шоколадные стаканчики. Посмотрите, лишняя жидкость впиталась в полотенце. Это будет сейчас видно по второму стаканчику. Видите, сверху творог как бы немножко треснул. Это говорит о том, что вся жидкость ушла, и у нас творожная паска получилась нужной консистенции. Я растопила шоколад 100 грамм, добавляю 1 чайную ложку растительного масла и покрываю этой глазурью нашу шоколадную паску. Украшать можно так, как вам нравится. Я буду делать простой декор из шоколадных яиц. Это покупные яйца. Декорируем шоколадные стаканчики. Кстати, именно шоколадные стаканчики – это отличный вариант творожной паски на заказ. Очень удобно. Диаметр стаканчиков подходит под ячейку для капкейков. Это очень удобно для кондитеров. А теперь покажу самое интересное – разрез и текстуру нашей творожной паски. Посмотрите, какая она нежная, взбитое сливочное масло добавляет ей воздушности. Текстура очень приятная, мне по вкусу она очень напоминает вот эти детские сырочки в шоколаде. Она действительно очень вкусная, особенно вот вы ее покрываете шоколадной глазурью. Это изумительное сочетание, я всем рекомендую приготовить для своей семьи. И покажу вам разрез шоколадных стаканчиков. Конечно, можно добавить в шоколадные стаканчики и карамель, и какую-то ягодную начинку, и ореховое пралине. Тут уже все дело вашей фантазии. Друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это помогает каналу продвигаться.